Посмотрим минутный фрагмент новостей от российского регионального телевидения. Репортаж посвящен открытию нового кладбища бойцов СВО. Таких репортажей много на местных телеканалах. В данном случае речь идет о городе Березники Пермского края. Масштаб работ впечатляет. Установлено около 100 новых памятников, бережно хранящих память о героях. Их облицевали черным гранитом, камнем скорби и уважения. Каждый портрет согласован с родными. Это не просто мемориалы, это живая память, высеченная в камне. В будущем, на будущий год мы запланировали благоустройство уже следующей карты захоронения СВО. Ну и будем продолжать эту работу. Также на следующей карте тоже будет установлен памятный знак. Память о героях не угаснет никогда. Этот мемориал стал местом, куда приходят, чтобы склонить голову перед подвигом и в тишине вспомнить тех, кто отдал самое дорогое – свою жизнь ради мира. Сюжет о надгробных памятниках сам стал своего рода памятником эпохи. В конце 25 года об открытии новых захоронений говорят с интонацией, с какой рапортуют о строительстве жилья или новых дорог. Диктор говорит о впечатляющем масштабе работ – целых 100 новых памятников. А местный чиновник заявляет о планах на будущие кладбища. Для понимания, в Березниках живут чуть больше 130 тысяч человек. Обратим внимание не только на количество надгробий, но и на качество. На только что открытых памятниках абсолютно неразличимы лица 27-летнего Константина Литвинова и 30-летнего Данилы Труфанова. В начале репортажа мелькнула также могила 43-летнего Дениса Серкова. Почти одновременно с выходом сюжета из Березников случился скандал в Ярославле. Там сэкономили на водоотталкивающем покрытии, и стоит пройти дождю, надгробие выглядит пугающе. История вышла на федеральный уровень, когда о ней стал писать известный спортсмен Антон Чучко. У него погиб 23-летний сын, которого призвали по мобилизации. Надгробие установили еще не всем бойцам, только небольшой части. И еще около 300 могил ждут своей очереди. Но те памятники, что уже стоят, выглядят как насмешка, вандализм, халтура. Разве такого отношения заслуживают герои? Эти портреты выглядят как разлагающиеся трупы. Так город отблагодарил бойцов за то, что они отдали свои жизни. И если им всем поставят такие памятники, то это будет ужас и позор на всю Россию, и не только. Ярославские власти поспешили оправдаться перед родными погибших. Мол, приходите на кладбище в сухую погоду. Однако Чучко пояснил, даже тогда на черных обелисках неразличимы ни лица, ни подписи. Вслед за Чучко протестовать стали другие родные погибших. Случай в Ярославле – один из примеров пока не очень заметного, но важного для России явления. Екатерина Шульман назвала его замогильным протестом. Сегодня это и обсудим с вами. Прежде чем начнем, как обычно, по ссылке в описании собраны нами способы обхода блокировок российских. Один из них – это спонсор рубрики VPN Liberty, там 30 дней бесплатно. В августе 23-го разбился российский космический аппарат Луна-25, и на эту тему решил высказаться самый популярный из ныне живущих историков Великой Отечественной войны – Алексей Исаев. Он использовал в посте совсем не ютубные выражения, но общий смысл был такой. По его расчетам, война с Украиной продлится до 30-го года и обойдется России в 300 тысяч погибших и 100 тысяч инвалидов, в связи с чем российская лунная программа – непозволительное излишество. Оценки Исаева оказались тогда пессимистичными, однако сейчас темпы российских потерь обгоняют его прогнозы. До 30-го года далеко, но в поименном списке погибших, который составляет Медиазона, на момент подготовки этого видео значится уже 156 161 участник войны. По косвенным признакам число убитых оценивается в 219 тысяч. Это по-прежнему очень неполная статистика. В ней нет десятков тысяч военнослужащих народных милиций ДНР и ЛНР, которые до 30 сентября 1922 года не считались частью российской армии. В ней нет и огромного числа пропавших без вести. Погибшими они не считаются, и некрологи по ним не публикуются. Важно понимать, военные, чье тело было вывезено с поля боя, доставлено домой и предано земле, составляют только часть от общего числа людских потерь. Тем не менее, их уже столько, что на российских кладбищах стали заканчиваться места, а у региональных властей деньги на достойное захоронение. И это не фигура речи, не гипербола, а повторяющийся сюжет в региональных СМИ. Например,
Еще в марте 23-го сургутская газета «Вестник» написала о нехватке мест на Аллее Славы. Летом того же года издание сообщило о строительстве нового кладбища размером с 4 футбольных поля. Конечно, люди уходят из жизни и без войны, но автор статьи сама напомнила о заканчивающихся местах для погибших военных. В этом году закончились места на северном кладбище Ростова-на-Дону. И новость даже разошлась по СМИ, но обычно такие события не выходят за пределы районных газет и городских пабликов. От нехватки денег местные власти экономят на материалах, как в Ярославле, ставят плохие надгробия и аляповые скульптуры. Из-за острого дефицита мест на существующих аллеях славы новые похороны переносят на выселки, где нет ни пешеходных дорожек, ни водоотведения. Стандартные новости из регионов сейчас выглядят вот так. В Сыктывкаре могилы участников СВО утопают в воде. Могилы участников СВО уходят под воду на кладбище в Волгограде. В Архангельской области затопило кладбище, где похоронены бойцы СВО. Кладбище погибших бойцов СВО в Кеме утопает в болоте. Кемь – это город в Карелии. Как отмечает Екатерина Шульман, системе выгодно, чтобы свежие могилы были рассредоточены по необорудованным местам, некоторые из которых еще и труднодоступны. Ведь чрезмерная концентрация воинских захоронений в одном доступном месте неизбежно вызывает вопросы. И граждане их задают, как, например, на этом видео из Северной Осетии. Это что такое? Вообще, как это можно смотреть? Посмотрите, что творится. Я за памятник Жигиору отдала деньги, приехала к мастеру, он здесь устанавливает. Приехала, чтобы мастеру передать деньги. Вот это вот что. Когда это закончится? Когда вообще нормальная психика? Как это может перенести? Простите, что я снимаю, но я... Вот это вот что? Вот это вот что? Ух, шагу. Однако в 25 году возникла новая точка напряжения, как раз из-за того, что погибших стали массово хоронить черти где и черти как. Родственники активно выражают недовольство, обвиняют чиновников в неуважении к погибшим. Квартал 9Г на кладбище в Новоталицах. Здесь похоронены погибшие во время специальной военной операции бойцы разных родов войск. Первый ряд начали еще в 2022 году. Сейчас заканчивается 6-й. Однако подойти к могилам, не провалившись в песок и глину, практически невозможно. И речь не только о новых захоронениях. Родственники погибших утверждают, раньше здесь было болото. Те отдаленные и необустроенные воинские кладбища, которые не превращаются в болото, часто становятся свалками. На что близкие погибших также жалуются массово. Тындинское кладбище, опять же. Так у нас к бойцам относятся. В свалке лежат они у нас. Вот куча мусора. Нереального куча мусора. В городе Азов Ростовской области местные жительницы записали серию обращений из-за гор мусора на воинском захоронении. Они и сами убирали могилы родных и посыпали дорожки щебнем. Но выполнить своими руками всю работу муниципальных служб они не в состоянии. В данном обращении женщины зеркалят в адрес Владимира Путина его собственные слова о новой элите. В своем видеообращении и в своих комментариях вы всегда освещаете эту тему. И вы всегда говорите, что это ваша элита, что это ваши ребята. Так почему же здесь, в городе Азове, власти не слышат о наших проблемах? Власти не знают, что воины, погибшие, это честь и достоинство нашей страны. Мы устали. Мы устали ждать ответа от городских властей. Мы больше не будем разговаривать ни с азовскими властями, ни с ростовскими. Хватит, мы им больше не верим. В подобных обращениях крайне редко встречаются антивоенные высказывания. Напротив, родные погибших озвучивают те же формулировки, которые использует официоз. В пропаганде убитых на фронте российских солдат называют героями. Вдовы и родители военных тоже. Раз наши мужья и сыновья герои, и раз они честь и достоинство нашей страны, то почему вы хороните их среди грязи и мусора? Такой посыл в основном. Власти много и со вкусом карают граждан за так называемую дискредитацию армии. Однако солдатские семьи демонстрируют, что главный дискредитатор тут сама власть, которая не может и не хочет достойно хоронить своих бойцов. В отечественной культуре обязанности живых перед погибшими на войне – это важная общественная установка.
В современной России есть даже целые мемориальные комплексы с похороненными на них гитлеровскими солдатами. С памятниками, крестами, аккуратной брусчаткой. Ведь глумиться над мертвыми – последнее дело, даже если речь идет о враге, который напал и сжигал наши села вместе с людьми. Но мы-то сейчас говорим не об иностранных врагах, а о российских гражданах, которых отправило воевать и погибать путинское государство. Которых на словах система превозносит, но на деле даже земле не может предать по-человечески. Семьи участников войны видят несоответствие слов и дел. А главное, чувствуют. За такой протест система им ничего не сделает. Режим и его информационная обслуга в недавнем прошлом с опаской, например, смотрели на протест жен и матерей мобилизованных. Со временем система осмелела, нашла подход, чтобы это движение дискредитировать, запугать и задавить. Сейчас полиция не стесняется родственников мобилизованных сажать в автозаки, а суды не стесняются выписывать штрафы. У меня сын на войне. Передай это всем. Как с матерями, они мне кофту порвали. Семьи погибших – другое дело. У них нет даже намека на какое-то организованное движение, которое можно было бы разогнать. Эти люди не требуют остановить войну. Для них она уже закончилась. Не требуют возвратить им близких, те уже вернулись домой в гробах. Требование к властям одно – раз затеяли войну, раз накрутили вокруг нее пафоса и под этот пафос убили родных, так хотя бы проявите уважение к мертвым. В нынешних обстоятельствах сложно представить себе более легитимное требование. Только непонятно, как системе на него реагировать. Так называемая СВО заняла 3-е место по числу военных потерь среди всех войн, которые Россия когда-либо вела за всю свою историю. Уже обогнала Отечественную войну 1812 года. Больше солдат и офицеров погибли только в Первой и Второй мировой. Создать по всей стране мемориальные комплексы с инфраструктурой, нормальными подъездными дорогами, аккуратными рядами могил и дорожками между ними, по-людски похоронить всех погибших – все это значит признать потери, сделать их заметными, показать их масштаб. Сейчас же мы видим один из излюбленных путинских приемов – дозирование. Нельзя же сказать, что российских военных не хоронят со всеми почестями. Хоронят, конечно, только делают это далеко не со всеми. Кому-то аккуратные могилы, на которые могут прийти родные, кому-то облезлое надгробие, но хотя бы не на задворках. Кого-то вовсе кладут в болотную жижу или посреди помойки. А десятки тысяч даже не довозят до России. Они так и лежат среди лесопосадок и под обломками многоэтажек. В одном из недавних роликов речь шла о вербовке на войну людей с ментальными расстройствами и зависимостями. И тогда я поделился личными впечатлениями. У этой войны нет ни одной светлой стороны. Чем больше деталей узнаешь, тем темнее. Когда война закончится и сменится власть, будет велик соблазн вычеркнуть произошедшее из памяти. Но лучше вспомнить слова Александра Суворова. Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат. Всех погибших надо будет похоронить, и не абы где. Не ради дутой героизации. В сегодняшних событиях нет ничего героического. Но чтобы вернуть государству человеческий облик. Тем, кто погиб, уже нет разницы, где они находятся. Под Покровском или под Петрозаводском. Это важно живым. И не только близким погибших, а всей стране. Чтобы было напоминание, сколько горя и утрат принесла эта война России. И напоминание это должно не стыдливо прятаться за лесочком, но быть явным и осязаемым для всех. До завтра.